Всем привет, с вами Марк. Сегодня мы будем вести группу названием Stanley Parable. Извиняюсь, то, что не было долго видосов, потому что так вот тут получилось, конечно. Но я думаю исправить с этого, собственно, дня, снимать, постараться почаще видосы. Поэтому начнем. Я думаю, была за игра вообще, типа 20 консоль игра. Это еще и, кстати, и поэтому сейчас узнаем, посмотрим сейчас за выборы. Там есть. Так, за игры, за челика, который будем потом как-нибудь другой раз еще. Надоест, скажем так. Да, Вадика много ждет, кстати. Это история человека по имени Стэнли. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Встал с стола и вышел в коридор. Все, вот мы, собственно, играем, потому что жесткая мышка поворачивается 5 секунд. Так, уже я вообще под нуль там вообще выдвинул, скажем так, чтобы было удобно. В общем, что мы имеем? Так, вот такая вот игра. Я не знаю, что это на самом деле. Окей. Ну, погнали куда-нибудь вперед. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может, он просто пропустил заявление? Блин, возможно, чувак, возможно, конечно. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Вообще, да, на самом деле, не могу найти, что происходит. Комп выключить можно. Так. Дверь не вообще откроется? Нет. Окей, давайте дальше. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. А вдруг я хочу здесь остаться? Давайте закроем дверь и посмотрим, что будет. Она не закрывается, ладно, пойдем дальше. Вот. Тут дверь вообще откроется. Что я вообще делаю? Компьютер включаю. Это точно что-то влияет? Нет? Кто знает? 420, 419. Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Не смешно. Между прочим, поэтому я пойду нажимать кнопки. То есть на двери. Дверные кнопки. Опа. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ну почему слева? Я могу же зайти вправо. Давайте пойдемте вправо. Это было неправильно. Путь хотел сделать. Стэнли прекрасно это знал. Возможно, хотел захотеть в комнату отдыхать и полюбоваться идеей. Блин, вообще-то да, так-то я очень хотел, конечно. Что это за комната? Вот она. Комната действительно достойна восхищения. Провести несколько мгновений в этой безупречно прекрасно сделанной комнате прекрасного входного пути. Стэнли просто стоял и наслаждался пребыванием в ней. Вау, какая комната. Я бы здесь жил. Да, определенно стоило находиться в этой комнате.
Да, не пойду я влево. Или все же вернуться. Нет, чувак, я не хочу тебя слушать. Ты меня ведешь в переулок и убьешь меня там. Поэтому Стэнли так плохо следовал указаниям, даже странно, что вы не уволили 5 лет назад. Ты что, офигел? Тебе что, лицо разбито? Ладно, ты мне разобьешь лицо. Прости, пожалуйста. Так. Чем? Look, Stanley, I think perhaps Слушай, we've Стэнли, gotten мне off кажется, on the мы друг wrong друга foot просто неправильно here. поняли. Возможно, I'm что not your enemy, я тебе really не am враг, I? серьезно, не враг. I Я realize понимаю, that что investing сложно your кому-то trust не in someone забывать, else что can be история все время была difficult, про but the тебя. fact is that the story has Спасибо. been about nothing but you А all можно this спрыгнуть? time. There's someone you've been neglecting, Stanley. What? О, что, серьезно? Я как бы что сказал, у тебя никакого уважения к людям нет. Ты настолько уверен, что ты хочешь, что что-то плохое? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Ну ладненько. Блин, мне жалко этого чела на самом деле. Дать ему шанс или не давать. Но погнали, ладно, вперед. Пока что ничего такого нет. Игра уже на самом деле мне нравится, она достаточно забавная. Так. Что-то здесь немного жутковато. Now listen carefully, Так, this is теперь послушай important. внимательно. Это очень Stanley важно. walked Стэнли зашел through the в red красную door. дверь. Поверить ему, дать ему шанс или нет. Идти до конца, не верь ему или нет. А давайте обломаем и пойдемте, короче, thank God you are слава willing to богу, ты listen to все же me. готов меня You see that I послушать. really Ты понимаешь, что я had wanted you to действительно be хотел, happy чтобы all this ты был time. счастлив. The Проблема problem is всех all these этих выборов в choices. том, The что two of us always последних trying to get этих somewhere that места, isn't here. которых нет. Running Бегаем и and бегаем running и and running, бегаем, just the как way ты you're сейчас doing не right now. делаешь. Don't you see that it's А, killing ну us, что правда. Stanley? Неужели ты не I видишь, wanted to что stop. сомневаюсь, Стэнли? Я просто We хочу would остановиться. both be Я so буду much много happier но if we остановиться, just просто stopped. остановимся. And I think, well, I think I Мне have a кажется, solution. у нас выход. Here, Идем, я let тебе me show покажу. you. О май гад. Ладно, пойдемте. Он сам сказал остановиться, я остановился. О, загрузка снова. Отлично. Блин, на самом деле игра уже интересная. Достаточно. Тут много выборов. Что же мы хотим? Чтобы What are нам we looking подобрать? for? О, да. О, как прекрасно. Правда? If we just stay right Если мы here, просто останемся right in здесь, this в этом moment with this моменте, place, в этом месте Stanley, Стэнли, мне I think кажется, я I счастлив. feel В самом деле счастлив. I actually feel happy. Вау, тут красиво. Неплохо. Да. Но пойдем, что там, проверим с тобой. No, wait. Не стоит. Where are Не you стоит. going? Ты куда? Я не знаю, чел. А что там? Oh no. О нет, Stay ты away from поднимаешься those по этой stairs. ступеньке, If you ты hurt yourself, поранишься, если if ты you умрешь, die, the ты game will запустится, мы reset. все это We'll потеряем. lose all of this. Блин, но хочу умереть. Я пойду прыгну и сдохну. Ну, я, конечно же, от лица своего Please, персонажа. no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Сейчас, прости, но мне придется закончить эту концовку. No! Нет. Oh, Ох, слава thank богу, ты no. жив. Я начал No, волноваться. no, Теперь what are you можно doing, вернуться обратно Stanley? в другую комнату. Please, I'm asking you Что ты not to делаешь, take Стэнли? this away Пожалуйста, from не me. забирай I меня can't это. go back to what I was Я не смогу before. вернуться к тому, If you кем я die, был we'll раньше. both Если ты go умрешь, back. мы Why are начнем you сначала. doing Зачем ты this? это делаешь? Чел, прости. Я, конечно, не хочу умирать, но главный персонаж хочет, поэтому... Так ведь что не умирают? Let's go back to the other room. Ради Can you меня. do that for me? Хорошо. Yes. Да, Perhaps you can. можешь... Perhaps you возможно, ты finally понимаешь, see о чем what я I'm говорю. talking about. Я это понимаю. Можно я I know you'll see. You'll see that we Уверен, ты can't be поймешь. happy if we Поймешь, что leave мы this не place. You can see будем that, часто can't уйдем you? отсюда. Ты же понимаешь, правда? Не, ну красиво, не спорю, но жить вечно здесь, конечно, нет. Пойду в комнату. Да. No, Видимо, perhaps not. нет. Да, чел, я не понимаю такого счастья. Сидеть в заперти в космосе и My God.
О боже, ты настолько сильно не любишь мою игру, ты будешь продолжать бросаться просто, чтобы от нее избавиться. Чем нравится твоя игра? Ты действительно убить себя. Ты всегда готов убить себя только для того, чтобы не дать тебе быть счастливым, я все правильно понимаю? Нет, чел, ты игра классная, ты классный, но... Или тебя это все просто забавляет, я уже ничего не понимаю. Просто хотел, чтобы мы с тобой поладили, но, видимо, ты этого не хочешь. Ну, чем не расстраивайся. Может, если ты хотел сделать свой выбор, ладно. Этот выбор на тебе. Чем, ну прости, ну пожалуйста, не хочу умирать, мне уже так жалко, но мне придется. О, все. Игра опять опустится, да? Снова назад. А, это вся концовка. Ну, оставаться в ней. Все. Типа там красиво, но делать там абсолютно ничего. Лучше уж сразу перезапустить игру и посмотреть другие концовки. Чего? Мучить кота за хвост. Верно, верно. Ой. Ой, что? Стэнли не смог справиться с таким давлением. Что? А вдруг ему придется сделать выбор? Что если в ответственности будут какие-то важные последствия? Его такому не учили. Нет, это ничем хорошим не закончится. В смысле, открыть дверь, а он не понимает, что сделать. Что я закрыл? Стэнли решил, что лучше все сейчас ждать. Ничего меня не тронет, ничего меня не ранит. Тут я буду счастлив всегда. Я буду счастлив. Но я Стэнли ждал, прошли час, потом дни, уже и годы. Уже давно знал, уже даже не знал сколько. Но он знал наверняка, что если он будет ждать достаточно больше, не придется самому, когда-нибудь придет скоро. Что за бред? Я случайно дверь нажал закрыл. Это скоро все закончится, с ним заговорят, ему скажут, что делать, потому что еще немного осталось. А теперь еще меньше, вот-вот час. Now it's even closer. Here it comes. What the fuck? Я просто случайно дверь закрыл. И не знаю, не смогу ее открыть. Типа просто такая... Тоже она такая концовка, она из... Типа просто я не смогу выбраться. Офигенно. Все коллеги исчезли. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Да, memo. одно и то же, ничего интересного нет, погнали. Прыгать, кстати, в этой игре нельзя прыгать. Так. Так, что двери у нас. Так, When Stanley came to a set of ладно, two пошли open doors, налево. he entered Это the там еще door что-то on his было left. справа. Погнали налево. Может дослушать его до конца. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Нет, я хочу здесь. There was nothing here. Тут ничего не было, никакого выбора, никакого пути, просто пустой чулан, никакой нужды в нем находиться. Нет, я буду жить здесь, мне очень нравится. Смотри, какая классная метелка, она просто... Непонятно, почему Стэнли все еще сидел в чулане. Он даже ничего не делал, если бы там были хотя бы какие-то интерактивные предметы, было бы еще понятно. Но вообще-то, вот смотри, метла. А так он просто стоял и нифига не делал. Ты что, тут самое главное, убей меня, если ты сможешь, ты не сможешь. Ты же всего лишь диктор, который просто рассказывает историю. Ты все еще в чулане, стоишь, ничего не делаешь? Зачем? Блин, не знаю, мне не понравилось. Пожалуйста, объясни мне, зачем? Я честно не понимаю. Мне нравится метла, просто чел. Метла это классно. Скотч, смотри. Вау, просто. Ты же понимаешь, что тут нет выбора лишь чего-то интерактивного, и себе сказал, Стэнли пошел мимо чулана, можно было подумать, что у него что-то есть. А, ну, так просто не нравится. Но я о таком даже не подумал, потому что нет абсолютно ничего важного для истории, поэтому я не помню. По-моему, тут важно вот это вот ведро с воды. Что? Это не ведро воды, что ли, тупой? Ну, наверное. Что это такое вообще? Может, для тебя воспринимается таким отдельным путем, может, ты потом пойдешь писать друзьям? О, а ты получил концовку чела, не самая прикольная, надеюсь, твои друзья после этого не беспокоятся. Да. Зачем ты это делаешь? Закрой.
А, для Stanley уборки. was fat and ugly Надо and было really, really толстым stupid. уродливым He мужчиной, probably only got the наверное, job because попал of на a работу family просто не connection. себя, That's how настолько stupid он he был is. такой. That or with Эй, drug money. или Also, благодаря Stanley is addicted продаже to drugs and наркотиков, еще hookers. стали зависимости наркотиков и шлюх. Ты чё? Ты вот что, ну успокойся. Well, I've come to a very Я definite пришел к единственному conclusion логичному about what's выводу going того, on что там right происходит. Ты now. мертв. You're dead. Но я же хожу You как-то. got to this broom closet, Зашел в этот explored чулан, it a породил bit, по and нему were just about to и leave because there's nothing собирался here, выйти, раз тут when a ничего не так, physical какой-то malady of физический some нету, sort который shut down your central твою nervous центральную нервную system, систему and you попал collapsed onto замертво the в keyboard. клавиатуру. Well, in a situation like В this, такой the ситуации, responsible естественно, thing is to поступал alert сообщение someone к окружающим nearby ситуации, so чтобы as твое to тело ensure that забрали, your пока body оно не is начало taken care разлагаться. of before it begins to decompose. По-моему, он что? Hello? Anyone Алло, who happens если to be рядом человек nearby, за этим the компьютером person at умер, this computer is dead. He or she has fallen он prey или to она any не number of справилась с your этим countless местом, human за что physiological недугов, что является vulnerabilities. характерным It's признаком indicative of the жизнеспособности вашего long-term рода. sustainability of your species. Please remove their corpse from the Пожалуйста, area если труп and просит этого instruct человека another занять human это to take место за their place компьютером. at the computer, making sure they understand Видите, что он не basic понимает главной механики first-person игры от video первого game лица, mechanics рассказав им and историю filling them in on the повествовательных троп history of narrative видеоигр. tropes in video gaming, so that the Господи, irony что вы не and понимали иронии insightful в commentary of this комментарии этой game игры. is not lost on them. Господи. All right. When you've Хорошо, done that, теперь, just когда вы step это out into сделали, the пожалуйста, hallway. выйдите в коридор. Нет. И вообще даже вы, просто мне нравится жить в этом чулане. Это моя жена Валентина. А это мой кузен Вода. Вот, да. Ну, все. Вот, потыкаю на них всех. Что это моя семья. Большая. Почему я вообще толстый и уродливый? Я не толстый, не уродливый. Ну, может быть, не. Ну, может быть, не толстый, конечно. Но уродливый чуть-чуть, если. И вообще не наркоман. Ты что, вообще нахал, как ты смеешь? Ладно, давайте выйдем. Ага, второй игрок. Как хорошо, что вы присоединились. Уверяю вас, хуже, чем прошлый игрок, вы играть не будете. Он думает, что я второй игрок. Нет, я хочу. Я второй игрок. И вы тоже невероятно. Мои истории целый раз дефектны. Может, рядом его есть обезьяна, которая может поиграть рыба, грибок, слушай, не все равно. И просто даже ты пока ты не захочешь продолжить историю. Ну вот, я буду спать на коробке. Хочу концовку в чулане. Есть такая? Наверняка есть. Я хочу постоять тут. Ну, надеюсь, не сильно долго, конечно. Подождем еще чуть-чуть. Ничего не происходит. Может, он... Все. Может выйти уже? Я хочу концовку желания. Продолжаем чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ладно, давайте выйдем. Ладно, видимо, нельзя получить концовку желания. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ладно, пойдем. Я не хочу вниз пока. Тут закрыто. Что тут у нас? Закрыто. О май гад, закрылось. Закрыто. Там ничего нет. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 28445. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Конечно, не мог. Ты что? Ой, какой пароль? Я забыл. Нет, не 7, но не было 7. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination.
If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no, this is what he was going to do instead. Да в смысле? Она сама уже набирает. Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input anything, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ты проход зашел, отлично. Больше ничего нет, так, потом как-нибудь, думаю, ну, точно не через год явно, я думаю, снимать теперь планирую дальше. Потому что подумав, спускаясь в глубину здания, Стэнли не почувствовал себя как-то особенно. Зарождающиеся эмоции вроде слова, он мог свободно думать, сомневаться в своей работе. Почему он чувствовал сейчас? Не задумывался об этом годами ранее. Просто не отлично. Тогда по нему разгадывайте. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Станция управления сознанием. Escape. Выход. Ну там написано выход. Окей, давайте за ним будем. Как он говорит, так и будем выполнять. Удобно. То, что будет, может у нас просто уйдет и все. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Не знаю. Что за монитор, кстати? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Что это? Офигеть. Это за 7 людей, типа? И даже за мной? Офигеть. Вот это реально жестко. Каждый компьютер, каждый кабинет, офигеть. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Что-то там. Типа, короче, все плохо. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Вообще бред. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Типа, конец. Он включить и выключить. Ну, давайте выключить. Что случилось? Что это? Музыка? Звуки? Blackness Темнота. and a rising chill of uncertainty. Was it over? Случилось? Не знаю. Yes. Да. He had won. Победил. He had defeated the machine. Он победил систему, Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet,
Но все же, пока огромная дверь медленно открывалась, Стэнли задумался о том, сколько загадок осталось без ответа. А нет. Куда поделись его коллеги, как он свалился в контроль системы? Какой еще секрет скрывал? Какие еще секреты скрывали? Страна скрывала центральное здание. С первым лучами солнечного света, упавший на пол комнаты, он понял, что его это не волновало, ведь не зная даже ни власти его интересовали, а счастье. Возможно, его целью было не понять, а отпустить. Никогда больше ему не скажут, куда идти, что делать, как себя чувствовать, какую бы жизнь он ни прожил, он будет его личность. И только это ему было важно. Только это, возможно, стоило внимания. Хотите, я попросил, Стэнли вышел в открытую дверь. Стэнли почувствовал легкий ветер на коже, чувство свободы, невероятный потенциал нового пути, который перед ним стоял. Но так, прямо сейчас все и должно было произойти. Мы вышли на свободу. Стэнли был счастлив. Типа это хорошая концовка, я выбрался. По всей видимости, так. Это конец. Лодинг. Что? Лодинг, Never Dance, что? Это конец? Нет. Концовки или еще что-то? А, да. Нет, мы снова здесь. Ладно, закончим. Продолжение, конечно, будет этой игры и других игр тоже мы будем снимать. А пока на этом закончим. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потому что видео еще, конечно, будут входить. Это я официально говорю. Поэтому все. Всем пока.